Всем привет, дорогие друзья! Как вы знаете, недавно на нашем канале вышла интересная передача про удивительного поэта из Израиля Ефима Владимировича Ташлицкого. И мы увидели, что вы оставили очень много интересных комментариев и очень много вопросов под этим видео. Поэтому сегодня мы решили, что мы соберем все ваши вопросы и напишем блиц вопросы для Ефима Владимировича Ташлицкого. И я думаю, что вам всем будет интересно узнать ответы на них. Поэтому, друзья, внимание на экран. Приветствую вас, друзья! Спасибо, что на мое выступление было столько много комментариев. И теперь я жду от вас вопросы и буду на них отвечать. Итак, прошу, первый вопрос. Ефим Владимирович, вы знаете, после первой передачи люди стали часто спрашивать нас про вашу семью, про ваш возраст и про образование. Поделитесь, пожалуйста. Что ж, приятный вопрос. Сколько мне лет? Дело в том, что в одном из комментариев кто-то назвал меня Аксакалом. Ак с тюркского, с казахского это белый. Сакал это борода. Это значит умудренный опытом пожилой мужчина. Аксакал. Что ж, я отвечу, мне всего 73 года. 47 лет я живу в браке с прекрасной женщиной. У меня 2 детей, 3 внуков, 2 девочки и 1 парень, мальчик, который скоро закончит службу в израильской армии. Но дело в том, что моему отцу, Владимиру Борисовичу Ташлицкому, в июле исполнится 92 года. Так что у меня хорошая перспектива. Я закончил Государственный Самаркандский университет, филологический факультет, после чего работал в школе, преподавал русский язык и литературу, а затем журналистика, областное радио, областная газета, которая называлась громко очень «Ленинский путь», и самаркандское телевидение, в создании которого я принял участие. Горжусь тем, что учился и работал, и дружил в детстве, в юности и в молодости со знаменитым мэтром российского телевидения Эдуардом Михайловичем Сагалаевым. Мы были большими друзьями, да и сейчас перезваниваемся и бываем друг у друга в гостях. Ефим Владимирович, скажите, пожалуйста, что касается сборника ваших стихов, где их можно найти? Может быть, в интернете или в каком-то книжном магазине? Многие в комментариях спрашивают, как можно получить такие материалы. На этот вопрос я отвечу так. Сборник стихов можно приобрести только у меня. Как он создавался, это тоже интересно. Идею его создания подала мне женщина из Белоруссии, фанатка Димаша Лилия Авдеева из Витебска. Она прочитала первые мои стихи и посоветовала, как бы сделать сборник стихов. Сначала буклет, а потом мы решили сборник стихов. И каждый раз, когда я слушал новую песню Димаша, я не мог не писать. После каждого прослушивания его великолепного исполнения я писал новое стихотворение. Когда их появилось несколько, я переслал их отцу Димаша, Канату. Через какое-то время получил ответ. Стихи очень понравились, и я передам их Димашу. Спасибо большое. Этот сборник вышел тиражом 50 экземпляров. Всего. На больше у меня просто денег не хватило, потому что книги я выпускаю за свой счет. Как его приобрести? Найдите меня на Фейсбуке, на Одноклассниках, напишите мне. Я дам вам свои реквизиты, и мы договоримся, как вы получите этот сборник стихов. Вы спрашиваете о том, есть ли электронный вариант этого сборника стихов «Слушая Димаша». Он сейчас готовится, и я думаю, что мои друзья из Казахстана, Сакен Аяшев и Акан Аяшев
скоро подготовят такой сборник, может быть, уже подготовили. И я вам передам ссылки на то, где и как можно прочитать этот сборник стихов. Ефим Владимирович, вы знаете, нас смотрит очень много людей, которые говорят на английском, говорят на испанском, но не говорят на русском. Есть ли перевод ваших стихов на другие языки? Если нету, то, может быть, есть такие планы? Расскажите, пожалуйста. По поводу переводов хороший вопрос. Я бы очень хотел, чтобы мои стихи перевели на многие языки мира. Конечно, на английский, на казахский и на китайский, может быть, языки. Но где взять переводчиков? Я искал, конечно, переводчиков, но найти их не так-то просто. Если вы мне поможете найти переводчиков, то мы сделаем большое дело, а переводчикам я сразу скажу, что они могут заработать хорошие деньги на этих стихах. Я хочу сказать любопытным людям, что я на этом сборнике не зарабатываю никаких денег. Я едва оплатил только себестоимость этого сборника, который издан в тель-авивском издательстве Бейт Нелли. В этом издательстве изданы более 20 моих книг, романы, детские сказки, чем я очень горжусь. В данный момент у меня появилась одна знакомая, Галина Ушакова из Москвы, которая первое стихотворение мое перевела на английский язык. И я думаю, как только она мне его пришлет, я обязательно опубликую это стихотворение на английском языке. Уважаемый Ефим Владимирович, скажите, а есть такой вот вопрос от Диарс. А какую песню вы первую услышали в исполнении Димаша? Это была песня «Любовь уставших лебедей», конечно. Она меня поразила. Я не мог просто не послушать дальше. Я слушал его каждый день. И у меня каждый день практически рождались какие-то стихи. Скажите, а как остальные члены вашей семьи относятся к творчеству Димаша? Я скажу, что они очень любят слушать Димаша. Я их приобщаю к этому обязательно. Отец мой любит слушать Димаша. Так что я стараюсь популяризировать его творчество. Ефим Владимирович, поделитесь, пожалуйста, что творчество Димаша Канатовича дает лично вам? И в чем же, собственно, его феномен? Почему манера поведения Димаша, его манера исполнения сносят людям крыши, унося в мир подлинной музыки и задевая струны души, сердца и сознания? О, это прекрасный вопрос, я вам скажу. Дело в том, что крышу сносит. Почему мы так поддаемся магии Димаша? Да потому что песни, талант, голос, все это воздействует на нашу душу. На каком языке бы ты ни говорил, на китайском, английском, немецком. Ты слушаешь песни Димаша на русском языке, и у тебя текут по щекам слезы. Потому что он проникает внутрь, в сердце, в душу. А что для человека важно? Что важнее всего? Чтобы душа была спокойна, чтобы сердце стучало ровно. Мы, когда слушаем его пение, забываем о своих проблемах, забываем о горе, мы только радуемся. И поэтому текут по щекам слезы счастья. Вы знаете, мое любимое увлечение за последние полгода – это просмотр клипов, где музыканты великие, где учителя вокала, где блогеры смотрят Димаша и проявляют свою реакцию. Вы знаете, такой кайф смотреть эти клипы, просто бесподобно. Особенно, когда они падают со стульев, когда они начинают кричать «What?». Откуда этот человек? С какой планеты? Что он может? И мне самое главное интересно, когда музыкант берет ноту Димаша, а у него на пианино не хватает клавиши той, которая звучит как голос Димаша. И я просто балдею от этого, честно говоря. Извините за такое слово, но это так. А почему?
Потому что Димаш воспитан на казахских традициях. Потому что его пропитало вот это все, что касается его народа. Он простой парень, но он талантливый, он гениально талантливый. Он, когда выходит на сцену и улыбается, вы сразу проникаетесь к нему любовью. Простота. Простота. Это не синтетика, это не попса. Это настоящее, Димаш настоящий. Синтетика уходит, однодневки уходят, а Димаш есть, будет всегда. Ефим Владимирович, вы знаете, для нас стало хорошей традицией просить наших гостей задать вопрос нам. И сегодня мы попросим вас задать нам вопрос. Дорогие Ваня и Саша, и дорогие Диарс, фанаты Димаша, вопрос такой. В мире есть огромное количество слов, огромное количество языков, сотни тысяч слов. Но я прошу вас ответить на вопрос, какое бы выбрали главное слово во всех языках? Оно должно быть и фундаментом пирамиды, и стоять на самом верху. Я думаю, что это главное для всех нас слово, и для Димаша в том числе. Такой мой к вам вопрос. Какое это слово? Это очень интересный вопрос. И, конечно, я думаю, что многие могут счесть мой ответ за плагиат, но я тоже считаю, что главное слово в нашей жизни – это мечта. Кстати, друзья, напишите, что вы думаете в комментариях. Какое ваше главное слово жизни? Не спешите прощаться со мной. Я для вас приготовил подарок. И для дорогих фанатов, и для вас. Ваня и Саша. Итак, всех ярких слов из словарей не хватит описаний и чувства, что дарит сердцу соловей в руладах вечного искусства. Так для вселенной от души поет певец, он гордость наша, и восторгаться мы спешим красивым голосом Димаша. Запомнят люди на века чудесных слов прекрасный ряд. Под лозунг «Петербург, Алга» фанаты вас благодарят. Петербург, Алга. Вот этим хочется закончить нашу сегодняшнюю передачу. Друзья, пишите в комментариях, было ли вам сегодня с нами интересно. Пишите, какие еще вопросы вам было бы интересно задать Ефиму Владимировичу. Если, друзья, вам будет интересно, мы сделаем еще одну передачу с Ефимом Владимировичем. Или, может быть, организуем стрим, на котором будем задавать вопросы от вас. Так что, друзья, увидимся в комментариях и в следующих передачах. Всем пока!